Друзья, приветствую вас. Это экстренное дневное включение по поводу того, что сейчас происходит с нефтью. Но, как ни крути, а избыток нефти он давит. И в том числе та ситуация, которая сложилась вчера в Штатах с переполненными хранилищами, она оказывает серьезнейшее влияние и на остальной мир в части потребления. Так, на текущий момент мы, получается, не удержались в диапазоне 25,3-28,3. Диапазон был пробит. И сейчас точка, которая, возможно, будет точкой разворота, это 21,60, 21,65. То есть здесь сейчас двойное дно. И если в ближайший час-два пойдет снижение объема и возникнет разворотная формация, то отсюда будет возможно движение назад в диапазон 25,3-28,3. Если сейчас на объеме 21,65 будет пробито, то следующая цель движения, скорее всего, будет 18,5 и далее 15. К сожалению, избыток нефти он оказывает негативное воздействие и снижает цены на нефть, и также он негативно воздействует на курс рубля и на наш рынок. Ничего тут не поделаешь. Так вот, что касается смежного индикатора RGBI. RGBI сегодня начал падать. И для него критический момент будет пробитие 148. Вот как 148,5, 148 и 8 он пробьет, то здесь движение у него ускорится, и после возврата вот в этот диапазон, в котором он находился в процессе мартовского падения, мы уже увидим более существенное ослабление рубля и движение, скорее всего, к 86 рублей за доллар. Так, но сегодня вот пошел разворот по RGBI. Вот на часовике разворотная формация. То есть здесь по часовику первая цель движения это 149,7. Далее, если не удерживается в диапазоне 149,5, 150, то движение вот сюда, вот в уровень предыдущего накопления 148, 147,2. Такое движение, оно усилит ослабление рубля относительно доллара и евро. Так, ну и возвращаясь к рубль-доллар tomorrow, по дневкам у нас первая цель движения находится вот здесь, вот 77,5. Ну и вот диапазон, в котором может удержаться и проторговаться, он начинается где-то от 77,4 по 4-часовому таймфрейму и заканчивается на 79. Вот как пойдет пробой 79, здесь движение может значительно ускориться наверх. Так, ну по часовику летим вверх. На что хотел обратить внимание, вот на цене 76.25 была очень мощная проторговка. И как только возникнет какое-то условие для укрепления рубля, сразу будет возврат вот сюда, вот на этот уровень. То есть вот это может быть точка, куда он откатится. Ну вот 15-минутный таймфрейм, здесь четко видны уровни, где проходили наибольшие торги. Вот, соответственно, у нас вот зона наибольшей устойчивости, куда непременно возникнет откат. Если нефть сегодня не пойдет на 15 и на 18,5, это вот эта вот цель, которая 75,9. Вот пробой этой цели 75,9 на растущем объеме наиболее вероятно приведет к отработке основания гэпа и потом возможно закрытие гэпа и движение на 75,23. Вот сюда, вот в этот диапазон. Сейчас вот возможно будет разворот, поскольку нефть пытается отскочить. Если все-таки это было двойное дно и 21,65 окажется разворотной формацией, то мы увидим укрепление рубля. Первая цель движения будет 75,9. И в случае пробития, если пропорим вот это значение 75,65, то будет уход вот сюда, вот в этот диапазон. Так, далее индекс ММВБ давайте рассмотрим. Так, вот месячный график. У нас получается весь этот рост он отвалился, который был на отскоке. Ну и сейчас при таком уровне цен на нефть развивается движение. И цель этого движения 2385 вот сюда вот и потом возврат в диапазон 2385-2300. Но по дневному таймфрейму также движение вот развивается сюда вот 2420 и потом 2360. Так, часовой таймфрейм. Вот смотрите, у нас здесь двойное дно было нарисовано. Вот это двойное дно сейчас, если покажет вот эта свеча рост и будет закрыта цель 2510-2515,
то вполне как бы возможно продолжение движения на 2520 и 2536. Но это если все-таки сейчас вот эта свеча по бренду, она будет разворотной и бренд отскочит, ну хотя бы на 24, а в идеале на 25,3. Вот. Но здесь, судя по всему, идет зарождение отскока внутри дня. Так, 15-минутный таймфрейм указывает на то, что здесь вот произошел разворот, и ближайшая цель движения это 2510-2520. Вот. Если сейчас это движение будет сломано, и в результате отката будет пробито 2470, то скорее всего пойдет тестирование 2467 и провал вниз. Так, сейчас на секундочку вернемся к доллар-рубль, tomorrow, 15-минутный таймфрейм. Вот смотрите, сейчас нефть пытается развернуться в районе 22 долларов за баррель. Если этот разворот сейчас на часовике подтвердится, то скорее всего по доллар-рубль мы увидим движение USD tomorrow вот сюда вот на 75,9. И в случае здесь закрепления, возможно, последует тестирование вот этой границы 75,65 и, соответственно, движение вот сюда вот в этот диапазон. В том случае, если сейчас разворота здесь не будет, высока вероятность движения, и первая цель, которую может сдержать, находится вверху, это, соответственно, 77,5. Так, далее фьючерс на индекс РТС. Здесь я вот сейчас беру 30-минутный таймфрейм, потому что для данного инструмента наиболее адекватный и наиболее, скажем так, описывает его движение, это именно 30-минутка. По нефти часовик, по золоту 15-минутка, по РТС 30-минутка. Так, на 30-минутке здесь по сути произошел разворот, и ближайшая цель отскока 104 тысячи, первая цель. И следующая цель движения находится вот здесь вот, она проходит на 106 тысяч. В том случае, если будет пробой 100 500, вот здесь вот уровень проходит, то этот пробой на объеме, он скорее всего придет к дальнейшему движению, цель которого уже будет диапазон 97-96. Вот, пока сейчас нефть пытается развернуться, если вот разворот, двойное дно произойдет, то в этой ситуации мы увидим отскок по РТС, по ММВБ и укрепление рубля к тем уровням, которые обсудили. Поэтому сейчас все внимание приковано к бренд. Разворот бренда от 21.65 наверх приведет к отскоку по нашему рынку. Если такового не произойдет, то, соответственно, будет провал и движение вниз в соответствии с теми целями, которые ранее обсуждали. Так, далее Сбербанк. Давайте месячный таймфрейм посмотрим. По сути, мы вернулись к нижней границе вот этой консолидации, которая была в районе 180-182. И сейчас он находится на тех уровнях, на которых возможен рост и набор позиции. Но здесь есть и другая сторона, то есть минус, который, если будет пробитие 180-179, это приведет, скорее всего, к очень сильному движению вниз, и цель движения будет 155-157. Так, если мы ориентируемся на дневной таймфрейм, то вот получается здесь есть уровень, который находится на 182,5-182. Если этот уровень не пробивается на объеме и не закрепляется, то вполне как бы вот этот диапазон может послужить основанием для отскока краткосрочного или более длительного, потому что здесь есть цель 190, которую он рано или поздно будет отскакивать и отработает. Так, часовик здесь достаточно интересный, получается, хоть открылись гэпом и свалились, но вот этот вот провал, он был не столь критичный, он не соответствует тому, что происходит по нефти. Ну, соответственно, такие движения, они чреваты либо тем, что будет догонять, либо тем, что ему просто не дают упасть, потому что его выкупают. Вот сейчас как бы данная ситуация, она чем характерна? Она характерна тем, что здесь вот есть уровень 183,5, если рассматривать более короткий диапазон 1-2 дня. Если будет движение вниз к этому уровню и пойдет снижение объема, от этого уровня возможен отскок, который приведет к возврату на 188,5-188,7. Если будет пробитие вот этого уровня на растущем объеме, дальнейшая цель движения будет 181-180 и потом уход к 155-157 вполне прогнозируем.
Вот сейчас он пытается здесь проторговаться, набрать позицию. Вот. И если сейчас по нефти все-таки мы увидим разворот на часовике, то вполне вероятно, что вот это движение, оно приведет к тому, что будет закрыт гэп. Если же все-таки пойдет снижение по нефти, и мы увидим движение в диапазон 185, 183,5 и пробой 183,5 на объеме, то здесь мы, конечно, увидим потом тестирование 182 и движение весьма вероятно в диапазон 157-155. Так, это касается Сбербанка. Так, ну у нас сегодня с утра падал палладий. Палладий падал, но Норильский никель, он с гэпом открылся, но гэп был не такой большой вниз. Здесь что примечательно? Во-первых, текущая ситуация примечательна тем, что сейчас палладий подошел к нижней границе, точнее он даже вышел из консолидации и подошел к точке, которая двойное дно 2010-2020. Сейчас вот от этого значения вероятен отскок по палладию и возврат палладия в диапазон торговли в район 2150. Норильский никель и палладий, они часто друг с другом на опережении играют. Вот, и судя по тому, что по ГМК начался такой рост, возможно, что по палладию все-таки будет отскок в диапазон. И в этой ситуации здесь будет ускорение движения по ГМК и, соответственно, отработка. Вот первая цель это 20111. Вот сюда вот движение. В том случае, если все-таки палладий сейчас пробивает вот этот диапазон, который около 2000 находится, и там начинает закрепляться под 2000, то, соответственно, мы увидим здесь разворот и тестирование на пробой норильским никелем уровня 19600. И по факту пробоя здесь цель движения у него первая это 19300. И если он здесь не удержится, пробьет 19300, то это уход на 18330. Ну, 18300, вот этот уровень. Ну и сейчас на что можно обратить внимание, Норильский никель, он ходит в диапазоне. То есть если ориентироваться на часовой таймфрейм, то у него сложившийся диапазон это 20100, 19400. То есть его в основном держит в этом диапазоне. Если начинается рост существенный на палладий, то, соответственно, стреляет он выше этого диапазона. Если, конечно, палладий не падает особо сильно, то его держит в этом диапазоне, не дают ему провалиться. Вот. Но сейчас все зависит от того, как палладий себя поведет. Если будет возврат в диапазон 2150 плюс-минус, вот сейчас, судя по всему, здесь возможна разворотная формация по палладию. Потому что сейчас на коротких таймфреймах формируется разворотная модель и вышел очень большой объем. Соответственно, если это произойдет и палладий в ближайшее время идет на 2150, то по ГМК мы увидим движение на, вот здесь у него цель давно маячит, 20666. Но это, конечно, в том случае, если палладий уйдет на 2200, вот, при возврате в диапазон, скорее всего, будет закрыта цель, которая находится на 2100, вот здесь вот. Так, сейчас 12.04 по Москве. Пока нефть не останавливается, если часовик, соответственно, закроется в 13.00, и он будет неразворотный, то есть цена будет ниже находиться $21 за баррель, я думаю, здесь это критичное значение, и не будет никакой разворотной формации, то здесь уже, наверное, следующая цель движения по наиболее вероятному сценарию это будет 18,5. Если не удержится там, то движение на 15. Вот сейчас здесь идут попытки разворота, вышел достаточно крупный объем неоднократно. И если двойное дно таки здесь сработает, вот эта формация двойное дно, если она здесь срабатывает, то мы уходим на 25,3, первая цель движения. Если пробивается 21 и идет рост объема и закрепления, то будет провал 18,5 и далее по списку. Поэтому я думаю, в 13.00 по Москве ситуация определится, или все это дело действительно полнейший коллапс и провал. Но уже как бы она очень сильно сегодня упала. Ну, здесь мы ничего не можем поделать, если есть избыток нефти, и этот избыток нефти, он вытекает из нефтехранилищ, не знает куда девать, то, соответственно, фьючерсы
И рынки, они всего лишь констатируют, что такая ситуация имеет место быть. То, что там перекладывание из одного фьючерс в другой, это следствие избытка.